Здравствуйте! Сегодня на кухне у Евы мы приготовим очень вкусный вишневый пирог. Готовить мы его будем из замороженной вишни. Но прежде чем мы начнем готовить, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы поддержать его развитие. Для приготовления нам понадобится мука, сметана, растопленное или размягченное сливочное масло, щепотка соли, сахар, ванильный сахар, одно яйцо, сахарная пудра для присыпки для украшения, сода, уксус, чтобы погасить соду, растительное масло и что-то для того, чтобы обсыпать форму. В посуду, в которой мы будем замешивать тесто, вбиваем одно яйцо, выливаем масло, ну или выкладываем, если у вас размягченное. У меня оно практически полностью растопилось. Выкладываем сметану, всыпаем сахар, добавляем щепотку соли и высыпаем ванильный сахар. Сперва перемешиваем все вручную, а потом при помощи миксера. Взбиваем до тех пор, пока полностью растворится сахар. Теперь постепенно подсыпая муку, замешиваем тесто. Вот тесто получается такое тягучее, очень липкое такое, мягкое. Оно таким и должно быть. В принципе, замешивать тесто можно было и без миксера, а просто при помощи ложки, шпателя, чем удобнее. В столовую ложку всыпаем чайную ложку соды и гасим ее уксусом. Доливаем до полна уксуса. Вот, реакция пошла. Отправляем это в тесто. Если не до конца сработало, то еще добавляем немножечко уксуса. Все, теперь у меня полностью все погасилось. И быстренько замешиваем в тесто. Смазываем форму растительным маслом. Если хотите, можно растопленным сливочным. Ну, я ложку где-то столовую растительного масла отправляю в форму и быстренько силиконовой кисточкой смазываю донышко, борта полностью. Насыпаю кукурузную муку щедро и обсыпаю форму. В подготовленную форму выкладываем тесто. Но выкладываем не все, где-то четверть оставляем. Можно пятую часть. Нам это тесто понадобится для того, чтобы сделать решеточку на пироге. Аппетитную, красивую. Распределяем аккуратненько по форме. В принципе, можно просто подождать. Тесто само растечется, но можно помочь ему сделать это быстрее. Поверх теста выкладываем вишню. У меня замороженная вишня была специально разморожена. Я выкладываю не в один слой, а так где-то 2-3 вишенки друг на друга могут попасть. Очень плотненько. Вместо вишни можно использовать любые другие фрукты. Например, клубнику, яблоки. При этом фрукты можно выкладывать не только замороженные, но и свежие. Вишню выложили. Теперь можно заняться приготовлением решетки, которой мы украсим наш пирог. В оставшееся тесто всыпаем 50 граммов муки. Можно всыпать чуть меньше, посмотреть, замесить. Может быть, не потребуется больше. Тесто получается мягкое, липучее. Из получившегося теста раскатываем круг такого же диаметра, как у нас форма. Меньше, больше. Там мы уже подстроимся, когда будем выкладывать. Нарезаем полоски. Несколько сантиметров толщиной. И выкладываем нашу красоту, прикрывая вишню. Но выкладываем мы его решеточкой. Закончив с продольными полосками, приступаем к перпендикулярным. Впрочем, это не обязательно должна быть решетка. Это могут быть цветочки, листочки, все что угодно. Можно просто скатать колбаски, вот как я сейчас, и выложить по кругу и решеточку. Тут можно делать так, как вам нравится. Вот как у меня получилось. Может быть, не идеально, конечно, но от этого вкус не страдает. Сформированный пирог отправляем в духовку. Выпекать мы будем при 180 градусах. Прошло 50 минут.
пирог полностью испекся. Он получился вот такой красивый, румяный. Правда, немного его решеточку порвало, но это вкуса не испортит. Теперь мы даем ему остыть в форме. Пирог полностью остыл. Открываем форму и переносим на блюдо. Осталось посыпать только сахарной пудрой, и можно подавать на стол. Если вам понравился рецепт, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, поделитесь своим мнением в комментариях, отправьте рецепт своим друзьям в социальные сети, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить рецепты новых, интересных, вкусных блюд. Приятного аппетита всем! Пока-пока!